Переговоры с применением силы. США нанесли болезненный удар по Ирану накануне нового раунда разговоров о мире. Украинские военные снова сделали то, что казалось невозможным. Дроны долетели туда, где их совсем не ждали. Вчера праздновал победу, сегодня получил пинок под зад. Россию гонят оттуда, где она себя чувствовала как дома. Сатанисты из российского генштаба, сотни дронов и ракет снова принесли смерть, кровь и разрушение, но у этого удара есть зловещая деталь. Спецоперация идет не по плану, и российская элита готовится к худшему сценарию. Самые богатые и влиятельные готовятся к бегству. Об этих и других событиях к вечеру субботы, 25 апреля. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Исторический день. Украинские защитники вписали новую страничку в военные учебники. Беспилотники ВСУ долетели туда, куда никогда раньше не проникали. Утром они впервые разбудили Екатеринбург. Это 1800 километров от украинской границы по прямой. У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний. Вряд ли целью был жилой сектор, но один из БПЛА попал в многоэтажку. По данным властей, пострадали 6 человек. Удар пришелся по верхним этажам жилого комплекса, начался пожар, выбило окна. Из дома эвакуировали около 50 человек. Неспокойно на Урале было не только в Свердловской области. Взрывы и работу ПВО слышали и в Челябинске, и в Перми. География атак расширяется. Дроны заходят все глубже в тыл. Что дальше? Новосибирск? А чё их не избивают-то? Сначала удар под дых, потом переговоры. Вашингтон снова играет жестко. Белый дом опять бьет режим по больному месту. Администрация Дональда Трампа ввела санкции против иранских танкеров. Под ограничения попали десятки судоходных компаний. Как пишет Bloomberg, прилетело и большому другу Исламской Республики, товарищам из КНР. Под ограничения попал китайский НПЗ Хэнджли Petrochemical Refinery, один из ключевых покупателей иранской нефти. Сам Трамп ранее уже намекнул на роль Китая в поддержке Тегерана. Глава американского Минфина Скотт Бессент предупредил, любые суда и компании, помогающие Ирану, попадут в черный список. Экономическая ярость накладывает финансовый контроль на иранский режим, препятствуя его агрессии на Ближнем Востоке и помогая сдерживать его ядерные амбиции. По указанию президента Трампа Министерство финансов продолжит сужать сеть судов, посредников и покупателей, на которых Иран полагается для доставки своей нефти на мировые рынки. Решение приняли в день, когда в Пакистан отправились переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер. Их цель – договориться с Тегераном, но параллельно США усиливают блокаду и перекрывают нефтяные доходы Ирана. Исламскую республику на переговорах будет представлять глава МИД Аббас Аракчи. Как думаете, мирная сделка в этом конфликте вообще возможна? Пролиты реки крови, вбухано много-много денег, и все зря. Москва может потерять важный форпост, ради которого пошла на многое. Вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране. Теперь те, над кем Путин преждевременно праздновал победу всего несколько лет тому, просят россиян на выход. Власти Сирии во главе с Ахмедом Аш-Шараа планируют вернуть себе контроль над авиабазой Хмеймим. И об этом пишет не Reuters или Bloomberg, а российский «Коммерсант». По данным источника издания, базу хотят превратить в учебный центр для сирийской армии. Те, кто 1,5 года тому свергли режим союзника Путина Асада, теперь предлагают Кремлю формат совместного управления объектом, но при этом база, цитируем, будет выполнять только невоенные цели.
Похоже, Москва смирилась с будущей потерей этого плацдарма на Ближнем Востоке. Ранее Сергей Лавров уже допустил, что не только база в Хмеймим, но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе перепрофилируют в гуманитарные хабы. С 2015 года российская армия использовала эти форпосты в том числе и для ударов по сирийцам, которым не нравился режим Асада. После бегства диктатора в Москву в декабре 2025-го Россия была вынуждена вывести отсюда все системы вооружений, включая ЗРК С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Бастион». Поэтому сейчас эти форпосты невозможно использовать даже для краткосрочного базирования стратегической авиации. Родина ждет вас, друзья. Путинская пропаганда так любит повторять мантры про то, что захватчики сражаются с сатанизмом. В эту ночь российская армия выпустила по Украине 666 дронов и ракет. Вот такое совпадение. Основной удар пришелся по Днепру. Для города это была одна из самых массированных атак за все годы войны. Погибли 5, 4,5 десятка человек получили ранения. В Харькове дрон попал в частный дом, раненый мужчина и 1,5-годовалый ребенок. В Белой Церкви повреждены объекты инфраструктуры и склады, возникли пожары и сильное задымление. В Одесской области опять ударили по порту. На судне под флагом Панамы во время выхода из гавани в результате атаки российского дрона возник пожар, но его удалось потушить, а корабль продолжил движение. Под обстрел попали также Сумская, Черниговская и Киевская области. Российские власти наконец-то отчитались, потушили пожар в Туапсе. На это ушло 5 дней. Каждый день с огнем боролись 300 сотрудников МЧС. Но с последствиями удара придется бороться еще долгие месяцы. Потушили в Туапсе, загорелось в Луганске. В оккупированный город украинские БПЛА наведались ночью. После серии взрывов возник сильный пожар. Оккупантам пришлось задействовать ПВО и в Мариуполе. Украинские дроны долетают уже до Екатеринбурга, и российская элита начала готовиться к бегству. Пока Владимир Путин укрепляет резиденцию на Валдае, богатые россияне готовятся по-другому. По данным канала ШОТ, толстосумы массово скупают дома с бункерами в Новой Зеландии на случай большой войны. Спрос вырос в разы. Такие дома стоят от 23 до 200 миллионов рублей. Внутри герметичные комнаты, фильтры от химии и радиации, автономные системы. Есть варианты, где можно жить месяцами целыми семьями. В России бум на убежище начался еще раньше. Эконом-варианты от 2 миллионов рублей. Полноценные подземные квартиры с запасами воды, топлива и закрытой вентиляции от 20. Картина простая. Пока одни говорят о стабильности, другие тихо готовятся к самому худшему сценарию. А ведь табакерка стоит куда дешевле, особенно если в складчину. Режим угрожает перерезать интернет, и речь не о режиме Владимира Путина и россиянах. Отрезать доступ к мировой паутине угрожает Тегеран, и речь не о собственных гражданах. Исламская республика намекает на удар по международным кабелям. Агентство Тасним опубликовало карту подводных линий связи в Ормузском проливе. Речь о ключевых подводных линиях, через которые идет огромная часть интернет-трафика региона. Официально это не угроза, но сигнал считывается однозначно, тем более вкупе с прозрачным намеком корпуса стражей исламской революции. Если по какой-либо причине, будь то природные катастрофы, якорение судов, морские аварии или преднамеренные действия, несколько основных кабелей в Ормузском проливе будут одновременно перерезаны, цифровая катастрофа потрясет арабские государства Персидского залива. По дну пролива проходят минимум 7 крупных кабелей. Через них страны Персидского залива связаны с Европой и Азией. По оценкам аналитиков, через них проходит более 15% мирового интернет-трафика. А это не только доступ к соцсетям. Без интернета будут парализованы банки, торговля и так далее. Если КСИР реализует свой намек, последствия будут сокрушительными. Под удар попадут Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия и другие
другие союзники США в регионе. Правда, пострадает и сам Иран, но по логике самых отмороженных лидеров режима в меньшей степени. Пока российские толстосумы ищут убежище в Новой Зеландии, американский миллионер искал приключений в Африке. И эта история о том, что огромное состояние не страхует от неожиданного и самого печального исхода. Даже самый крутой охотник и в наши дни все еще может стать добычей. В Габоне во время сафари погиб 75-летний американец Эрни Досио. По данным Daily Mail, он заплатил около $40 тысяч за охоту на редкую антилопу. Отправился в джунгли с проводником, но, выслеживая одно животное, звероловы случайно наткнулись на других. Стадо слоних с детенышем. Самки восприняли появление следопытов как опасность, но слонихи бросились не на утек, а в атаку. Проводнику повезло, а вот американский миллионер оказался затоптан насмерть. Пока в России придумывают все новые методы борьбы с мессенджерами, мир идет вперед. Илон Маск запустил X-чат, новый мессенджер на базе бывшего Твиттера. Пока он доступен только в iOS, позже обещают версию и для Android. Зарегистрироваться можно без номера, просто через аккаунт в X. Функции стандартные, но с нюансами. Есть звонки, файлы, группы и сквозное шифрование. Добавили исчезающие сообщения и даже блокировку скриншотов. Внутри встроены искусственный интеллект Grok. Главный вопрос: выстрелит ли? Конкуренты уже есть, но Маск делает ставку на приватность и интеграцию с соцсетью. Если зайдет, это может серьезно перекроить рынок мессенджеров. Признавайтесь, кто планирует попробовать новинку. И, кстати, какими мессенджерами пользуетесь и почему? Где российская армия планирует новое наступление? Какую страну хотят выгнать из НАТО? Кто из лучших друзей Москвы признал свое поражение и заявил об уходе? И кто вызвал критику Трампа, посетив Киев? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.